Блогер залез в берлогу к медведю. Остался ли он в живых? Мужчина задержался в вольере с медведем и был жестоко наказан за это. В этом видео я расскажу, насколько опасны медведи, удается ли выжить людям после встречи с одним из самых сильных хищников на планете. Приятного просмотра! Несмотря на свои огромные размеры и силу, большинство медведей предпочитают избегать встречи с человеком. Увы, бывают исключения. В январе 2023 года в частном зоопарке в городе Андижан, Узбекистан, медведь атаковал смотрителя во время кормления. Каждый день работники зоопарка рискуют, ухаживая за дикими животными, кормят их и чистят вольеры. Эта работа требует не только физической силы, но и острого чувства опасности, внимательности и осторожности. В тот день мужчина задержался в клетке слишком долго, что привлекло внимание медведя. Вы можете только догадываться, почему он так поступил, от любопытства, а может, из-за ощущения безопасности на работе. Тем не менее, допущенная ошибка оказалась фатальной. Видео инцидента показывает, как огромный медведь вышел из своего укрытия и перекрыл выход из вольера. Мужчина попытался побежать к двери, но было слишком поздно. Хищник набросился на него и прижал всем весом своего тела. Жалкие минуты показались вечностью, пока работникам зоопарка удалось отогнать зверя от бездыханного тела смотрителя. Были ли шансы у смотрителя избежать нападения? Какие чувства вызывает у вас эта история? Пишите в комментариях. Медведи обладают настолько острым обонянием, что способны учуять запах добычи за несколько километров. Чутье помогает им отлично ориентироваться в лесу и находить пищу в самых труднодоступных местах. Южно-Сахалинск, Россия, 9 октября 2024 года. В одном из местных пабликов, посвященных рыбалке, появилось видео, которое многих зрителей заставило сопереживать героям. До конца неизвестно было, кто выйдет победителем в этой встрече. Два рыбака занимались своим делом и не подозревали, что за ними наблюдают. Вдруг появился медведь и устремился в их сторону. Мужчины сохраняли хладнокровие, даже когда медведь подошел достаточно близко. Один из рыбаков спустил с поводка собаку по кличке Гуля. Однако зверь не обращал на нее внимания и продолжал настойчиво приближаться. Когда стало ясно, что одной собаки недостаточно, на выручку отправили еще одного хвостатого друга. Оператор видео резонно заметил: «Две собаки лучше, чем одна». Рыбаки старались удерживать агрессивного медведя на безопасном расстоянии, не давая ему приблизиться слишком близко. Удивительное в этой ситуации то, что медведь явно не проявлял агрессии, а скорее любопытства. Может, он был голоден, а может, просто интересовался незваными гостями на своей территории. На помощь пришел третий друг – пес покрупнее. Медведь, увидев решимость собак, понял, что его усилия не принесут успеха. Он развернулся и неторопливо пошел обратно в дебри леса, напоследок бросив взгляд в сторону рыбаков. После этого случая я сделал вывод, что без собаки в лес не стоит ходить. А вы как считаете? Знаете ли вы, что медведи обладают невероятной памятью? Особенно, когда дело касается пищи. Именно такая жажда к лакомству стала причиной происшествия в зоопарке Таиланда в августе 2017 года. Турист решил угостить медведя куском колбасы. Казалось бы, очень просто взять и дать животному угощение. Однако для мужчины это невинное действие обратилось в необратимые последствия. Мужчина даже не заметил, как сам оказался внутри вольера. Животное набросилось на мужчину, мгновенно перетащив его за забор. Попытки людей отогнать медведя с помощью длинных шестов не увенчались успехом. Мужчина, ставший жертвой, не мог защищаться, он просто отдался в лапы хищнику. Ситуация напоминала кадры из ужастика, но это была реальность. Сотрудникам удалось пробраться внутрь и, рискуя своей жизнью, освободить пострадавшего. Необдуманное действие одного человека заставило других людей рисковать жизнью. Кормление диких животных из рук может быть смертельно опасным.
медведи, обретая привычку к пище от людей, теряют страх перед человеком и превращаются в настоящих попрошаек. И если хищник голодный, тогда можно ожидать агрессии и нападений. У дикой природы и ее обитателей должны быть свои границы, и каждый, даже самый безобидный на первый взгляд поступок, может привести к катастрофе. Далее вас ждет не менее трагичный случай нападения медведя. Готовы? Оказывается, медведь, который зимой не может уснуть, превращается в смертельно опасного хищника. Такой медведь называется шатун. В норме с наступлением холодов бурые медведи впадают в спячку. Но если не наелся к зиме или его разбудили слишком рано, зверь становится шатуном. Это обреченное животное, которое не может найти еду и вынуждено охотиться на все, что движется, включая людей. Шатун не боится рисковать и идет на крайние меры, так как находится на грани голода и гибели. Зимой такие встречи с медведем превращаются в настоящие кошмары, особенно для тех, кто работает или путешествует в отдаленных районах. Медведи-шатуны невероятно опасны, ведь они не просто ищут добычу, они готовы на все ради выживания. Одним из таких трагических случаев стало нападение медведя-шатуна на работников Чаиндинского месторождения в Якутии, Россия, 10 ноября 2023 года. Мужчины стояли вместе для курения, когда на них напал медведь. Медведь-шатун, пробравшийся через ограждение, напал на механика, который ничего не подозревал. Очевидцы использовали огнетушители, чтобы спасти товарища. Им это удалось. Но в следующую минуту зверь напал на другого человека. Нападению медведя в тот день подверглись двое мужчин. Охотник, вызванный на место происшествия, успел ликвидировать хищника лишь спустя 20 минут. Это было уже слишком поздно для двоих пострадавших, у них остались серьезные раны головы и конечностей. Голодные хищники становятся очень опасными. Как вам история? Представляете, медведь, защищающий своих детенышей, может атаковать без предупреждения. В мире дикой природы такое поведение не редкость, особенно когда самка считает, что ее потомству угрожает опасность. Самцы бурых медведей нередко убивают медвежат, чтобы самка быстрее была готова к новому размножению. Медведицы готовы на все, чтобы защитить детей. Иногда они даже уводят малышей к местам обитания людей, стараясь создать своего рода живой щит из человеческого присутствия. Но для человека такие встречи могут быть смертельно опасны. Я вам расскажу, насколько может быть опасна такая встреча. 1 октября 2022 года японский альпинист покорял гору Футага, когда внезапно на него напала медведица. Все произошло мгновенно. Из-за кустов выскочил бурый медведь и бросился на человека. Альпинисту повезло, и он отбился от зверя, отчаянно крича и защищаясь руками. Сам медведь отступил после нескольких неудачных атак. В момент нападения рядом с медведицей был ее медвежонок, что объясняет агрессивное поведение самки. Нападавшая защищала своего детеныша, и в этом ее основной инстинкт. Человек, к счастью, выжил, хотя получил царапины и растяжение запястья. Он смог подняться на вершину и продолжил спуск, отделавшись легкими ранами и страхом. Мне жаль, что я вторгся на территорию медведя, но когда на меня напали, я вынужден был обороняться, подписал альпинист ролик в соцсетях. Это был действительно счастливый случай, не правда ли? Следующему герою нашего видео повезло меньше. Врачи даже опасались, что лицо, исковерканное медведем, уже не спасти. Давайте посмотрим, как все произошло. Медведи редко атакуют человека, но когда они защищают своих детенышей, ситуация меняется в мгновение ока. Именно такая драма разыгралась 18 сентября 2023 года в Красноярском крае России. Виктор Селигеев, 43-летний житель села Верхнеусинское, пошел в лес за кедровыми шишками. Вместе с ним было еще 5 человек, но в какой-то момент он решил отойти от группы, что стало фатальной ошибкой. Медведь появился внезапно. Виктор услышал шорох, поднял голову, и прямо перед ним оказался огромный серо-бурый зверь.
3 метра. Это все, что разделяло их. Сначала медведь фыркал, потом зарычал, и атака началась. Виктор пытался убежать, метался между деревьями, но зверь был быстрее. Лапа зверя подсекла его, когти вонзились в бедро, ребра хрустнули, и началась жуткая борьба за жизнь. Виктор отбивался, но медведь разорвал ему руку в 3 местах и принялся за лицо. Однако через 5 минут зверь неожиданно прекратил нападение и ушел. Нападение оставило Виктора с раздробленным лицом, вырванной верхней челюстью и серьезными повреждениями головы. Для восстановления потребовалось несколько тяжелых операций, но самое главное – он остался жив. Что позволило мужчине остаться в живых, как думаете? Медведи могут быть как устрашающими хищниками, так и невероятно терпимыми. Давайте посмотрим на этого паренька, который решил залезть в берлогу хищника, пока того не было дома. В сентябре 2024 года сербский блогер Стефан Янкович решился исследовать незнакомую яму в лесу и оказался в гостях у бурого медведя. Когда хозяин вернулся домой, он, к счастью, не проявил агрессии, а лишь обнюхал Стефана и позволил ему выбраться. Выбравшись, парень решил залезть на дерево и там дождаться, пока хищник уйдет. Однако к дереву подошли еще парочка медведей, видимо, друзья хозяина, которые тоже не прочь были познакомиться с непрошенным гостем. Сидя высоко на ветке, Стефан снимал происходящее на видео. Его реакции от страха до удивления создали атмосферу напряженного ожидания. Подписчики в комментариях тоже не скрывали волнения. «Чел, ты жив? Надеемся, что ты в порядке». Хотя были и те, которые усомнились в реальности происходящего и предположили, что медведи ручные, которые живут на горе Азрен. Эта история вызывает много вопросов. Как бы там ни было, встречи с медведями всегда несут риски. И повторение за безрассудными действиями блогеров не стоит вашей жизни. К счастью, парню удалось избежать трагедии. Но что это было? Безрассудная смелость или удивительная удача? Медведи-гризли – одни из самых опасных хищников на планете. Эти гиганты могут весить до 450 килограммов и достигать роста до 2,5 метров. Гризли и другие виды медведей обычно стараются избегать людей, но каждый год происходит около 44 нападений на людей, и многие из этих встреч заканчиваются трагически. В октябре 2016 года в штате Монтана, США, охотник по имени Тодд Орр стал жертвой 2 атак медведя-гризли. Он охотился на оленей в долине Мэдисон. Тодд знал, что в этом районе обитает много медведей, и чтобы не стать неожиданной жертвой, он каждые 30 секунд громко звал «Эй, медведи!», стараясь предупредить хищников о своем присутствии. Однако, когда он вышел на открытый луг, он заметил несколько самок гризли с медвежатами. Тодд снова закричал, надеясь, что медведицы уйдут, но одна из них не испугалась и напала на него. «Каждый укус был похож на удар кувалды с зубами», — вспоминал он. После первой атаки медведица скрылась, и Тодд, собравшись с силами, попытался добраться до своего грузовика, но не успел. Она вновь вернулась и атаковала его. Вторая атака была еще более страшной. Медведица сломала ему руку, прокусив ее до кости, и ударила по голове. По неизвестной причине медведица наскучила, и она оставила Тодда в живых. Мужчине удалось добраться до ближайшего ранчо, где ему оказали помощь и вызвали скорую. Тодд остался жив, но для следующего героя встреча с гризли оказалась смертельной. Семейная пара, любящая природу и прогулки с собакой, вышла в 7-дневный поход, который оказался последним в их жизни. 31 сентября 2023 года в национальном парке Банф на юге Канады они стали жертвами медведя-гризли. В этом парке водятся медведи-гризли, к людям они привыкли и относятся миролюбиво. Туристы, в свою очередь, ходят по отдельным тропинкам для прогулок и при себе носят специальные бубенчики, чтобы отпугивать диких зверей. Но в этот раз, даже при соблюдении всех правил, произошла трагедия. Когда пара остановилась на ночлег в долине реки Ред Дир,
на них внезапно напал медведь. В тот момент они не могли и подумать, что так закончится их вечер. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили тела мужчины и женщины и их верного спутника. Члены семьи описали погибших как очень осторожных людей, которые всегда следовали медвежьим протоколам и носили специальные бубенчики. После нападения сотрудники национального парка приняли решение усыпить агрессивного медведя, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Можно ли вообще предотвратить нападение медведя на человека? Делитесь своими мыслями в комментариях. Друзья, в этом ролике вы увидели, насколько опасными могут быть встречи с медведями. Несмотря на то, что медведи обычно избегают людей, иногда возникают неожиданные ситуации, которые приводят к серьезным травмам или гибели. Однако медведи – это часть природы, часть животного мира, которую человек должен оберегать и научиться жить в согласии с дикой природой. Также требуется соблюдать технику безопасности и не приближаться к местам пребывания хищников. В мире еще столько много интересного, о чем мы хотим рассказать. И у нас есть отличная новость. Мы ищем талантливых людей, которые могут помочь нам создавать потрясающие видео. Если вы умеете монтировать, озвучивать ролики на разных языках или пишете креативные сценарии, мы будем рады работать с вами. Напишите нашему телеграм-боту. Ссылка в описании. На этом все. Не забудьте поставить лайк. А также напишите, пожалуйста, какой случай из нападений медведя показался вам самым страшным, а может и вы встречались с медведем.